В загрузочном экране уровня 3-4 мы зажимаем Quick Save, чтобы сделать сейв глич в стартовой касцене. И на 30 FPS начинаем кувыркаться вправо. Кувыркаемся, кувыркаемся, кувыркаемся. Сейчас нам покажет Макс крупным планом. Вот сейчас отжимаем. И когда будет фейд-аут, нажимаем один раз. Вот. Сейчас было прям хорошо видно, что да, Dual Immortality глич получился, потому что Макс как бы проскользил в воздухе. Это значит, что он получил как бы небольшой прыжок от состояния кувырка, и игра его телепортировала. Значит, еще раз, когда лицо Макса показывают крупным планом, то отжимаем кнопку кувырка. И когда будет фейд-аут, то нажимаем кувырок один раз. Все это делаем на 30 FPS. Значит, бежим со старта уровня вот сюда и включаем сразу Unlim FPS для того, чтобы скользить по наклонным плоскостям. Вот здесь таблетка, можете ее подобрать, можете не подбирать, в зависимости от того, как у вас по ХП. Мы встаем вот сюда, вот на эту вот полоску и ждем, пока машина приземлится полностью. После этого мы только на нее прыгаем. Собственно, почему? Потому что, сейчас я покажу триггеры. На этом уровне очень много дестриггеров. Давайте я вот покажу. Если я потороплюсь, то меня просто уебет насмерть. Нужно именно дождаться, пока она приземлится на все 4 колеса. И после этого вот с этой позиции примерно мы можем начать движение и нас не убьет. Так, давайте попробуем заново. Это далеко не первый дестриггер, который будет на этом уровне. Вот здесь мы выглядываем из-за угла, и фургон сейчас начнет стрельбу. Пока фургон стреляет, некоторое время активен вот этот вот голубой массивный триггер, который находится впереди меня. Это тоже дестриггер. Есть, собственно, два варианта, как можно пройти это место. Я предпочитаю разворачиваться, брать вот здесь патроны на инков, которые нам пригодятся. И уже взяв патроны, мы бежим назад. Как раз примерно вот этого времени нам хватает для того, чтобы DS-триггер деактивировался, потому что он активен какое-то время. Вот видите, я поторопился, меня насмерть уебало. Вот. Но бывает иногда так, что если у вас слишком высокий FPS, и вы довольно быстро подобрали патрон, то вы все равно можете здесь умереть, поэтому, возможно, имеет смысл даже переключиться на 100 FPS, чтобы не скользить слишком быстро по наклонной плоскости. Я сейчас на 100 переключусь. Да, блин, все равно убивает. Короче, нужно здесь тоже не торопиться. Можно, может быть, даже делать небольшую приостановку. Сейчас меня не убило. Есть такой тоже способ преодолеть этот дестриггер до окончания стрельбы фургона. Но в этом случае мы уже тогда не успеем подобрать патроны. Ну как, мы успеем, но это будет таймбуст. Собственно, переключаемся на 20 FPS, и примерно вот с этого места мы делаем суперджамп и не получаем урона при этом от падения. Ну, правда, здесь довольно тяжело найти какой-то сетап, потому что очень мало ориентиров. Очень мало ориентиров здесь. Ну, разве что как-то вот по текстуре стены ориентироваться, не знаю. Дальше, соответственно, вне зависимости от того, подобрали мы патроны. Ну, давайте я их все-таки подберу, потому что они пригодятся. Вне зависимости от того, подобрали мы их или не подобрали. Идем дальше. Стараемся не наступать на огонь, который вот здесь. Так, следующий дестриггер находится примерно вот здесь. То есть враг кидает гранату. Граната пролетит сквозь нас, потому что у нас даже Dual Immortality глич активен. И, значит, вот эта машина, нужно, чтобы Макс под нее не попал, она тоже убивает. И вот здесь где-то находится дестриггер. Так, давайте попробуем еще раз. То есть вот здесь где-то примерно граница вот этого дестриггера находится. Но в ране, я думаю, особо сильно торопиться не надо, у вас же не будет показа триггеров. Можно встать примерно вот на эту вот желтую линию и дождаться, пока, собственно, второй звук разбитой бутылки Молотова прозвучит. То есть вот второй раз она звучит, и можно идти дальше. Вот. Я бы даже порекомендовал так сделать. Давайте. То есть бежим вот сюда, как бы немножко
прижимаемся к стене. И как раз этого времени нам хватает для того, чтобы триггер смерти деактивировался, и мы могли на диагональном стрейфе бежать. То есть вот так вот огибаем и бежим вот сюда. Надеюсь, понятно объясню. Если нет, то ну, сорян. Так, вот здесь нужно разбить замок. Давайте я, наверное, триггеры временно офну. Вот здесь вот замок висел, я его разбил выстрелами. Заходим, переключаемся на 20 FPS и прыгаем. Очень важно, чтобы вы зашли вот в эту комнату и подобрали гранатомет, а также 2 коробки патронов к нему. Подобрали, бежим на диагональном стрейфе вот сюда. Когда бегаем по вот этим наклонным плоскостям, включаем Unlim FPS, чтобы скользить быстрее. Ну, у меня FPS все равно очень маленький, потому что игра на встроенной видюхе идет, поэтому не особо-то я и скольжу. Если у вас комп помощнее, то будете сильнее скользить. Значит, вот это последний уровень парковки, который начинается вот с этих вот зеленых бочек. Что мы делаем? Мы подходим вот к этим мусорным контейнерам и суперджампом перепрыгиваем через них. Именно суперджампом нужно перепрыгнуть, потому что вот здесь тоже голубой триггер, который активирует катсцену. Нам этого не нужно делать. Так, перепрыгиваем и идем вот сюда. Перепрыгиваем также через вот этот забор. Но будьте аккуратны, потому что если вы слишком далеко встанете, то Макс может упереться башкой в вот эту вот хреновину и не сделать прыжок. То есть здесь нужно именно подойти довольно близко к этому забору. Ну, ты прыгнешь когда-нибудь, нет? Все. Вот, видите, вот чтобы такого не происходило, подходите ближе. Так, перепрыгнули. Дальше я обычно переключаюсь на беретту. И вот смотрите, нам нужно запрыгнуть вот на этот фургон. Причем нужно запрыгнуть именно вот так вот, чтобы стена нас закрывала. Потому что после этого заспавнится босс и заспавнится также враг. Можно убить вот этого врага, чтобы он как-то нас не блочил, но в принципе это фигня. То есть прыгаем вот так вот, спавним босса и трогаем вот этот вот триггер в полете, когда, ну вот мы соскальзываем с фургона. Этот триггер заставляет босса бежать в нашу сторону. Сейчас мы вернемся к фургону и выстрелом из беретты мы взорвали вот эти вот все бочки, которые там стояли. Не нужно целиться в бочки, просто вот пуля, которая пролетает сквозь эту область, она уже автоматически взрывает все бочки. То есть сами бочки выцеливать не надо. И это убивает босса мгновенно. После того, как мы убили босса, активируется таймер, и по прошествии некоторого времени у нас зазвонит таксофон, который, собственно, и будет завершением уровня. Но перед тем, как мы нажмем на этот таксофон, нужно сделать кое-что. Значит, вот мы убили босса. Здесь очень много врагов прибегает, которые следовали за вами всю игру. Когда вы нажмете на таксофон, соответственно, у вас спадет Dodgeable Mortality Glitch, и вас могут убить прямо в катсцене. Соответственно, следующий уровень у вас загрузится, но сразу же загрузится предыдущий сейф вот на этом уровне. То есть вы попадете в небольшой флок. Поэтому нужно убить большую часть врагов, которые здесь находятся. Для этого проще всего использовать гранатомет. Помните, что у вас сейчас активен сейф глич, и снаряды из гранатомета летят чуть выше, чем центр экрана, чем то место, куда вы целитесь. Можно также использовать гранаты. Кстати, завершать уровень необходимо именно с гранатой, потому что именно на гранату вы сможете сделать кувырки на кнопку Shoot Dodge, а мы именно это и будем делать в катсцене следующего уровня. Перед тем, как нажать на таксофон, обязательно засейвитесь, потому что мало ли вдруг вас опять же может убить оставшийся какой-нибудь враг с дробовиком. Вот этого врага, который самый дальний, вот видите, ну сейчас я его взорвал, который правее всех стоит, ну сейчас он летит жопой вниз. Короче, обычно он выживает, этого в принципе достаточно, то есть он маловероятно, что он вас убьет, его убивать не обязательно. Так, нажимаем на таксофон, и здесь в принципе можно тоже скипнуть комикс на 30 FPS по фейдауту экрана. Давайте я попробую это сделать. Все получилось.